Всем привет, ребята! Если вы тоже устали от того, что ваши снегоуборщики постоянно застревают в сугробах, а уголь тает быстрее, чем ваш боевой дух на пятом уровне, вы попали куда нужно. Сегодня я покажу вам, как пройти ивент снегоуборщики Whiteout Survival без боли, без слез и лишних трат топлива. Расскажу, куда идти, кого спасать и как выжить из этого ивента максимум, даже если у вас осталось 3 ведра топлива и надежда. Но это еще не все. У нас готовится розыгрыш с крутыми призами, и чтобы он стартовал, нужна ваша помощь. Мне нужно всего лишь менее 180 подписчиков в Телеграм-канале и 120 подписчиков на этом YouTube-канале. Прямо сейчас можешь нажать кнопку подписаться, она бесплатная, а польза реальная. Не забываем ставить лайк этому видео. Ну а теперь включаем бульдозеры, подкидываем уголь и погнали чистить снег, как настоящие профи. Поехали! Сегодня у меня на сервере началось новое мероприятие – снегоуборщики. И вот мы дождались этот момент. Разве мы с вами не попали на рекламу нашей всеми любимой игры, где необходимо было собирать уголь и чистить снег? И благодаря этой рекламе мы с вами попали в нашу любимую игру. И вот спустя время формат такого мероприятия появился и на просторах ее. Рано или поздно формат такого мероприятия должен был начаться, так как необходимо было понимать, что на старых серверах рыбалка у многих игроков уже закрыта на максимум, в том числе и у меня. И люди уже не особо активно играют в нее. И на ее смену пришел текущий ивент. По логике вещей, снегоуборщики у нас будут проходить раз в 4 недели. Допустим, сегодня у меня началось данное мероприятие, а через 2 недели стартует рыбалка. И затем снова стартуют снегоуборщики. Так что не удивляйтесь, если сейчас у вас проходят снегоуборщики, а у кого-то из ваших друзей с другого сервера сегодня началась рыбалка. Вы должны понимать, что на каждом сервере все индивидуально. Теперь давайте с вами более подробно разбираться, что необходимо тут делать и как получить максимальную выгоду. Перед тем, как начать, хочу сказать следующее. Я, как и некоторые из вас, вижу текущий ивент первый раз сегодня. И я могу где-то допускать ошибки. У ребят, у кого было данное мероприятие 2 недели назад, можете после просмотра видео написать в комментариях советами. Я буду только рад. Но не в зависимости от ситуации. Если у вас что-то новое в игре, я хочу вам дать совет. Изначально зайдите на ферму, проанализируйте, что необходимо тут делать, а затем уже на основе вашего опыта на ферме можете смело заходить на основу. Так мы с вами и поступим сегодня. Сейчас я переключусь на одну из своих ферм, и мы начнем с вами разбираться со снегоуборщиками. Первое, что мы с вами видим на экране, это то, что снегоуборщик Бастер просит нам помочь почистить снег. На экране мы видим снегоуборочное оборудование, но посмотреть мы его не можем. И сделаем это немного позже, так как игра нас просит начинать убирать снег, что мы сейчас с вами и сделаем. Нам предоставляется изобретение снегоуборщик, которое изобрела Джесси. Так что вот еще одна полезная функция Джесси, помимо вступления в ралли на медведя. Наша задача – водить пальцем по экрану и заниматься уборкой снега. Мы видим слева показывается индикатор, который показывает уровень топлива. Как понимаю, это основной источник для игры на снегоуборщике. Сверху показывается процент. Это прогресс уборки снега на территории. Наша задача расчесть сугробы, и как только шкала дойдет до определенного процента, мы с вами можем перейти на следующий этап. Вот, собственно, что и выходит. Не нужно расчет территорию на 100%, а достаточно сделать на 95%. И тогда у нас появляется справа функция ракеты, позволяющая перейти на следующий этап. За прохождение этапа мы с вами будем получать небольшие награды. И теперь давайте перейдем на следующий. На этом этапе у нас показывается аналог начальной топки, где наша задача собирать уголь и прокачивать уровень основного здания. При повышении уровня снег будет оттаивать в ближайшей территории, поэтому вокруг костра не стоит расчищать всю территорию пушкой и тратить топливо. Оставьте это для повышения уровня. Так что обязательно при первой же возможности, как только вы насобирали достаточное количество угля, обязательно прокачивайте здание для экономии топлива. Вот как вы сейчас и видите на экране. Чем выше уровень здания, тем меньше идет расход топлива. Да, именно так. Был расход 2 в секунду, а теперь 1. И как вы видели, большая часть территории очистилась от снега. Так что первое и основное правило сразу можем себе записать. При первой же возможности повышаем уровень костра. Вот мы разобрались. Основное здание на карте – это костер. При достижении 95% прохождения этапа мы с вами нажимаем на ракету и можем переходить на следующий этап. Весь уголь, который вы открыли и не собрали по карте, он автоматически вам падает в рюкзак, где в конце этапа он обменивается на топливо, которое очень важно для прохождения этапов. В награду за прохождение этапа мы получили инструменты. И давайте вернемся в основное меню и будем разбираться, куда его можно использовать. У нас есть возможность улучшать наше оборудование снегоуборщика и за это получать различные бонусы. Всего существует 4 элемента. Снегоуборщик, перчатка, пальто и снегоступы.
В случае улучшения снегоуборщика мы увеличиваем нашу атаку и дальность действия снегоуборщика. Если мы улучшаем перчатку, то увеличиваем здоровье и уменьшаем расход топлива в секунду. Улучшив пальто, мы снижаем свой урон и ускоряем пополнение топлива. Улучшая снегоступы, мы увеличиваем скорость движения и восстановление здоровья в секунду в зоне огня. Как в целом мы со снаряжением, либо талисманами губернатора, мы должны с вами выбрать приоритетность. Выбирая из 4 элементов, я бы выделил приоритетность на прокачку пальто, которое ускоряет пополнение топлива. Как я понимаю, что как только у нас заканчивается топливо, то есть возможность его пополнять в оффлайн режиме, а без топлива мы играть не можем. Так что приоритетность делаем именно на пальто. Затем делаем приоритет на перчатку, так как при ее улучшении мы уменьшаем расход топлива в секунду. Следующая приоритетность идет на снегоуборщика, так как при улучшении уровня мы увеличиваем дальность работы снегоуборщика, и затем уже в конце мы прокачиваем ботинок, который увеличивает здоровье в секунду. Вы должны понимать, что повышение снаряжения на определенный уровень может требовать поднятия уровня для всего остального снаряжения. Но теперь вы в курсе за приоритетность, так что прокачивайте в той же последовательности, которую я вам только что озвучил. Теперь мы с вами переходим к прохождению третьей области. И тут нам попадается сходу бедолага, который замерз, и наша задача расчистить снег, давайте ему поможем в этом. Мы должны убрать от него лед. За то, что мы поможем выжившему, мы получим подарок. И затем на протяжении этапа этот выживший будет в нашей команде, что даст плюс 10% к дальности уборки снега. Так что теперь наша первая задача – это найти замерзших выживших, а затем уже улучшать уровень костра. Это может быть параллельный процесс. Если ярлык загорелся, и вы недалеко от костра, то можете его улучшить. Слева сверху на экране мы видим задание в области, где в этом этапе нам необходимо найти 2 сундука с сюрпризом, спасти выжившего и расчистить снеговика. И давайте сделаем это. За спасение выжившего мы получили небольшие награды. Теперь давайте дальше двигаться по карте. И вот мы с вами нашли на карте снегоуборщик, который ускоряет движение на 20% и увеличивает дальность на 20 секунд. И если вы видите на карте данный предмет, обязательно берем его. И вот мы с вами нашли второй сундук, который нам предоставил небольшие награды. Теперь мы занимаемся чисткой снеговика. И за это мы получаем небольшое количество топлива. Не забываем улучшать костер. И теперь давайте с вами пройдем этап на 95%. И вот у нас с нами это получилось. Нажимаем на ракету и успешно проходим этот этап. Перед тем, как перейти на следующий этап, давайте улучшим комплект нашего снегоуборщика. Теперь переходим к 4-й области и работаем по старой схеме. Спасаем замерзшего выжившего. И теперь давайте займемся новой функцией, это убийство зверей. За убийство волка мы с вами будем получать небольшой подарок. И в том числе карту, которую вы сейчас видите на экране. Функцию карт мы с вами обсудим немного позже. Помимо этого, нам на карте падает новая функция магнит. Данная вещь увеличивает радиус сбора ресурсов на 30 секунд. И мы сразу с вами берем снегоуборщика. Это довольно-таки быстро. 2 бонуса между собой соединяются, так что быстро пользуемся моментом и расчищаем снег. Ну и конечно же не забываем повысить уровень костра, как мы только что с вами сделали. Как вы видели на экране, были красные круги. Это зоны, на которые вы не должны попадаться в определенный момент времени, когда они появляются. И если вы погибнете, то вы сбросите весь свой уголь, и 90% только можно будет вернуть себе. Так что обязательно следите за индикатором вашего здоровья и маневрируйте от красных углов. Теперь с вами давайте до конца пройдем этап. Нам необходимо найти 2 сундука с сюрпризом. Вот у нас первый. Не забываем про снеговика, который нам дает топливо и небольшое количество угля. И вот второй сундук. Мы успешно прошли с вами этап, и теперь давайте перед началом следующего этапа улучшим наше снаряжение. Теперь давайте с вами перейдем к 5-му этапу. Ух ты, прикольный этап. Довольно-таки легкий, и мы получаем новую функцию – бесконечное топливо на 20 секунд. Так что быстро собираем другие бонусы и быстро проходим текущий этап.
Прекрасный этап, побольше таких этапов нам попадались бы в игре. Перед стартом шестой области не забываем улучшать ваше снаряжение. Теперь в бой на следующую область. Не забываем избегать красной зоны. Теперь давайте ознакомимся с новой функцией «Аптечка». Она восстанавливает 40% максимального уровня здоровья. В случае малого количества жизни можете брать ее. Довольно-таки полезная функция в критических ситуациях. И теперь давайте пройдем данный этап на 95%. Мы прошли данный этап. Теперь давайте займемся улучшением снаряжения и перейдем на следующий. Не забываем, что начинаем этап мы со спасением выжившего. И вот у нас появляется новая функция – переносной снежный щит. Он трижды блокирует урон от атак зверей и бури. В целом больше ничего нового нас не ждет в этом этапе, так что быстро его проходим и движемся дальше. И вот наконец-то мы прошли текущий этап. Улучшаем снаряжение и переходим к восьмому этапу. На восьмом этапе у нас появляется новая функция – ракета. Она убирает весь снег с определенной территории, как вы сейчас увидите на экране. Данная функция очень может хорошо вас выручить и сэкономить ваше топливо. После активации ракеты давайте пройдем восьмую область. В целом нового вы сейчас только что ничего не увидели, так что я решил это не комментировать. А теперь давайте перейдем к улучшению нашего снаряжения. А вот теперь и нюансы улучшения снаряжения. Это то, что я вам говорил ранее. Бывают случаи, что улучшить свое снаряжение вы не можете, не улучшив другое до определенного этапа. В нашем случае это ботинок, который нам надо улучшить до 4 уровня, чем мы с вами сейчас и займемся. Пока что ботинок нам не удалось прокачать до 4 уровня, мы это сделаем после следующего этапа, 9. И как вы видите, в данном этапе у нас появилась новая функция – война с приматом. Механика борьбы с приматом отличается, в отличие от волка. Как вы сейчас видели, появился красный круг, и через секунду он наносит молниеносный удар. Так что маневрируем и убиваем чудище. Получаем мы за убийство карту. И не забываем при первой же возможности улучшать наш костер. И при переходе на 3 уровень вы видите, что у нас появилась новая функция – испуганный огромный олень. Наша задача – его уничтожить. За удары, которые мы ему наносим, мы получаем уголь, а за убийство мы получаем функцию бесконечное топливо. И теперь давайте попробуем это сделать. Я знаю, что он начинает убегать при атаке, так что стараемся загнать его в угол. И вот мы получили функцию бесконечное топливо. Пользуемся моментом и на максимум ее используем. Теперь давайте улучшим снаряжение и перейдем к 10 этапу. И посмотрим, что он нового нам принесет. И мы снова видим тут легкий этап. Такого же формата у нас был 5 этап. Видимо, это какая-то закономерность.
Но, как говорят подписчики, у кого было данное мероприятие 2 недели назад, то каждые 5 этапов бонусные, где вы с легкостью с малыми затратами топлива пройдете этап. И теперь я вернулся на свой основной аккаунт. Вот в целом и все, что я заметил на первых этапах мероприятия. В среднем на старте без доната вы можете пройти ориентировочно до 14 области. И затем ваша задача ожидать накопления топлива. Базовые каждые 5 минут будет накапливаться 12 очков топлива. Но если вы уже прокачали пальто, то этот показатель будет расти. Например, на 8 уровне пальто вместо 12 очков будет уже приносить 15 очков. Так что обязательно заходите периодически в игру для использования данного ресурса. Теперь мы с вами переходим в раздел награды территории. И тут доступны 33 области на сегодняшний день. Обновляются эти этапы или нет, я вам не готов сказать, так как это только первое мое мероприятие у меня на сервере. Более точно мы с вами сможем узнать, не исключено, что на старте следующего мероприятия, которое будет через 4 недели. Касательно ежедневных миссий, обязательно заходите в данный раздел. Вы можете получить неплохие ежедневные награды в виде ускорений, банок и компонентов опыта. И, конечно же, топлива. Без него никак в снегоуборщике. Следующий раздел – это получение наград за использование топлива. Вы будете получать очки. Тем самым вы будете повышать ваш уровень и открывать награды. Первый раздел у нас идет без доната. Второй и третий вариант идут уже с донатом. Первый вариант у нас идет за $6, где вы получаете бонус в виде топлива, ракеты и анимации. И помимо этого вы получаете небольшие плюшки в виде кристаллов огня, камней эссенции, общих фрагментов героя и алмазов. Второй вариант уже идет за $12. Тут вы получаете больше топлива, ракет, да и в целом накопление пакета выше, чем первый вариант. И в целом это логично. Что касается меня, то я решил ограничить себя в покупке в данном мероприятии. И я хочу для начала полноценно разобраться в нем, а затем уже на основе опыта в следующих мероприятиях буду принимать для себя решения. Следующий раздел связан тоже с донатом. У нас есть возможность получить топливо, ракеты, ящик с инструментами и различные мелкие бонусы. Честно сказать, мне этот пакет заинтересовал больше. Хотелось бы узнать, какие градации ресурсов идут в более дорогих пакетах, так что вероятнее всего хочу нацелиться на этот пакет в будущем, если будет желание донатить в этом мероприятии. Теперь мы с вами переходим в раздел руководства. В данном разделе мы видим, что нас ждет 4 увлекательные темы. Мне это напоминает сезоны в рыбалке. Стартует это событие всегда с темы восстановления рая. И во время убийства зверей мы получаем карты для заполнения текущей темы. За каждую новую карту мы получаем алмазы и звезды. Если с алмазами мы уже знакомы по формату рыбалки, то давайте посмотрим, что нам дают звезды. За звезды мы можем получить разные награды. И тут мы с вами видим, что за 20 звезд мы можем получить снегоуборочную арену для острова. Но будьте внимательны, ее нельзя улучшить за мифический общий фрагмент украшения. Между этим вы получаете небольшие награды. Из важных за 60 звезд вы получаете рамку для аватара, за 130 именную табличку, за 190 облик марша и за 260 облик города. Соответственно, вы должны понимать, что если вы не закрыли какую-то тему на все 65 звезд, то в следующий раз сможете к ней вернуться, после того, как пройдут все остальные темы. А теперь возникает вопрос, что происходит, если карточка мне попалась повторно? И тут нам необходимо перейти в соседний раздел. И тут мы с вами видим, что если карта попалась повторно, то она будет преобразована в фрагменты карт в соответствии с количеством звезд. То есть, если карта имеет 5 звезд, то вы получаете 5 фрагментов. Если 3 звезды, то 3 фрагмента. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы можете использовать эти фрагменты, чтобы получить случайные награды или карту в текущей теме, либо любой другой предмет. Или же вы можете сохранить эти фрагменты, и они перенесутся на следующее событие снегоуборщиков. Вот в целом и все, ребята. Теперь вы в курсе и готовы покорять сугробы, как настоящие мастера снегоуборки. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и, конечно же, залететь в мой телеграм-канал, чтобы помочь приблизить запуск розыгрыша. Напоминаю, как только будет менее чем 180 подписчиков в Телеграме и 120 на YouTube-канале, начинаем раздавать ништяки. А если остались вопросы по ивенту или есть идеи, какие гайды записать дальше, пишите в комментариях. Я все читаю и стараюсь максимально быстро ответить. Берегите топливо, берегите нервы и до встречи в Whiteout Survival. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.